Привет! Ровно 3 месяца назад на Алиэкспрессе я заказал новинку от компании Meizu, их первые ТВС-вкладыши с незамороченным названием Buds. По всей видимости, выражение «зачем изобретать велосипед» было принято ребятами из Meizu очень буквально, ведь их новые наушники не что иное, как практически полная копия яблочных AirPods. Причем, как выяснилось, не самая лучшая. На момент выхода этого ролика в продаже наушники отсутствуют, и это неспроста. Думаю, досмотрев мое видео до конца, ты поймешь почему. Поставляются наушники в белой картонной коробке, внутри которой тебя встречает кейс с наушниками, зарядный кабель USB-C и максимально краткое руководство пользователя. Вот как бы и вся комплектация. Понятно, что от вкладышей больше и ожидать было нечего, но все же за $50 хотелось бы какую-то интересную подачу, ведь, как известно, встречают по одежке. Частенько мы жалуемся, что в коробку кладут очень много ненужной макулатуры и фантиков. Здесь же все наоборот. Инструкция не несет в себе практически ничего полезного. Даже как производить перезагрузку наушников ты должен догадаться сам. И это я уже молчу про отсутствие каких-либо пояснений по индикации зарядного кредла. Материал кейса и самих наушников белый глянцевый пластик. Он здесь хоть и качественный, но, к примеру, до тех же Honor FlyPods ему очень далеко. На передней стороне корпуса расположили единственный светодиод состояния, а вот кнопку активации и сброса наушников до заводских настроек поместили на обороте в самом низу. Методом научного тыка я выяснил, что перезагрузить гарнитуру можно, удерживая данную кнопку в течение примерно 10 секунд. В этот момент светодиод будет поочередно мигать белым и оранжевым свечением, после чего сменит свой цвет на зеленый и погаснет. Петля крышки выполнена из металла и имеет механизм доводчика без фиксатора. Звук закрытия крышки обладает характерным щелчком, но не таким элитным, как в тех же Honor FlyPods. Крышка даже в закрытом состоянии имеет небольшой люфт. В нижнем торце корпуса расположен разъем для подключения зарядки. Если брать в целом, то сборку я оценил бы на 4 из 5. Габаритные размеры зарядного кредла по длине, ширине и высоте составляют 44 на 21 и на 53 мм соответственно. Его вес с наушниками внутри получается 46 грамм, без 40. В кейсе установлен аккумулятор всего лишь на 300 мАч, а вот про емкость в наушниках история умалчивает. Но об их автономности я тебе расскажу чуть позже, в разделе про звук. На самом деле, взяв это устройство в руки, какого-то эффекта вау не ощущаешь. Если кейс еще и имеет некоторые отличительные оригинальные черты, то вот сами наушники внешне являются практически стопроцентной копией AirPods. Особенно сильно бросаются в глаза эти хромированные вставки на торцах ножек. Я понимаю, что классическая форма звуковода вкладышей будет использоваться всегда и везде, но зачем уж так откровенно подчистую клонировать всю форму? Но на самом деле это еще ничего, а вот самое большое разочарование ожидало меня от управления функциями мультимедиа, а точнее от его практически полного отсутствия. На дворе 2021 год, а в наушниках только плей-пауза. Да-да, в наушниках за 4000 рублей только функция плей-паузы. Здесь не завезли даже голосового ассистента, хоть я ими никогда не пользуюсь. Одним словом, по данному параметру полнейшая фиаско. Но и это еще не все. Сами сенсоры для управления срабатывают через раз. Казалось бы, чего тут сложного, просто настроить нормальную работу одной единственной функции. Ну и вишенкой на торте стали датчики автопаузы. Это вообще что-то невообразимое. Помнится, кто-то жаловался на QCY T8, в которых датчики иногда могли сработать, когда наушник поправляешь в ухе. Но вот в Meizu Buds, конкретно в моем экземпляре, датчики живут своей жизнью. Они срабатывают просто при повороте или любом малейшем движении головы. Такое ощущение, что тестировали их на манекенах, то есть ходить в этих наушниках вообще нельзя. Музыка постоянно ставится на паузу на каждом шагу. Единственный выход в моем случае — это чем-то их залепить. Думаю, ты уже начал потихоньку понимать, почему эти наушники больше не продают. Это определенно брак или какая-то недоработка, из-за которой их, скорее всего, и сняли с производства. Ведь слушать музыку в них просто невозможно. Причем это не лечится перезагрузкой, сбросом до заводских настроек, да и вообще никак. Нормально их послушать я смог, лишь надев силиконовые насадки, которые хоть как-то прикрывают эти глюченные датчики. К слову сказать, с такими насадками крышка кейса с наушниками внутри плотно не закрывается, и как следствие наушники не отключаются от смартфона. Так что ходить с этими силиконовыми уплотнителями на постоянной основе у тебя не получится. А вот звук в Meizu Buds — это, наверное, единственное, что я могу хоть как-то отметить в этих наушниках. За его передачу отвечает два аудиокодека на выбор — это AAC и SBC, а само звучание обеспечивает 13-мм динамические излучатели. Запас по громкости тут хороший, не могу сказать, что они звучат тихо. И справедливости ради, здесь хотелось бы сразу же отметить, что в моем тесте автономности на 100% громкости наушники на одном заряде продержались 4 часа и 23 минуты.
Что же касается непосредственно звучания, то для вкладышного форм-фактора здесь неплохо прорисована басовая составляющая. Объем чувствуется именно там, где он должен быть, но без излишеств. Средние частоты ровные и лично мне показались немного скудноватыми. В этом диапазоне я предпочитаю больше объема. А вот по верхушкам здесь все в порядке. Перкуссионные штрихи слышно без песка и перегрузов, они довольно хорошо обрамляют композицию в целом. Конечно же, заданный вкладышами Phil CC новый эталон звука в моей голове переплюнуть пока еще никому не удалось, но и абсолютно плохим звучанием Meizu Buds мне назвать сложно, просто нужно отдавать себе отчет о форм-факторе и не пытаться сравнивать их с внутриканальными, а уж тем более с проводными наушниками. И тем не менее, справедливости ради, хочу сказать, что звучат они никак не на $50. И если уж сравнивать их с одноклассниками, то, к примеру, вкладыши Soundpeats True Air второго поколения звучат намного интереснее. И это я уже молчу про сами Phil CC, который при той же цене, что у Meizu, уделывает их по всем параметрам. Помимо всего прочего, производителем был сделан отдельный акцент на системе шумоподавления встроенных микрофонов. И вот сейчас я предлагаю тебе послушать, как на самом деле они работают, ведь на бумаге о своем продукте плохие характеристики еще никто никогда не писал. Проверяем работу микрофонов в наушниках Meizu Buds. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна, создавать сквозняковый такой ветер. И будем слушать, как отрабатывают микрофоны в таком сценарии использования, как отрабатывают шумодавы, заявленные хваленые шумодавы в этих наушниках. Вот таким образом это все работает, можно послушать сам. Ну и по традиции второй тест с печкой. В общем, вот таким образом они звучат. Я выкручиваю ее на максимум, она набирает обороты. Сейчас будет создаваться в салоне очень-очень много шума, выдувает отовсюду горячий воздух. И вот так отрабатывают шумодавы при максимальном шуме в салоне. Допустим, если ты будешь обогреваться зимой в машине и поговорить захочешь по вот этим вот наушникам с кем-то по телефону. Вот таким образом это все работает. Ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов. На улице машины здесь практически не ездят, но тем не менее, вот на улице тебя будет слышно так вот в этих наушниках. Заодно совместил его с шапочным тестом. Вот так это выглядит в шапке. Ну и вот так это все работает в плане микрофонов. В наушниках нет специального игрового режима, оттого рассчитывать на комфортное времяпрепровождение в PUBG Mobile не стоит. Но надо отдать должное, существующая задержка все же позволяет немного поиграть. Конечно же, если ты не нагибатор сервака. В моем игровом тесте по замерам отставание звука случилось на 480 миллисекунд. На самом деле даже не знаю, стоит ли здесь упоминать, что на сегодняшний день в YouTube все работает гораздо лучше, чем раньше. И рассинхрон на слух уже очень сложно уловить даже в бюджетных экземплярах. Meizu исключением не стали. Сопряжение со смартфоном происходит по открытию крышки кейса, и каждым наушником можно пользоваться по отдельности, если один из них оставить на зарядке. Интерфейс подключения Bluetooth версии 5.0. В наушниках заявлена влагозащита по классу IPX5, но, допустим, активным спортом я бы в них заниматься не стал, да и вообще конкретно в моем экземпляре лучше не двигаться вовсе, если они не выпадут, то точно встанут на паузу. В принципе, какого-то отдельного итогового резюме я здесь делать смысла не вижу, думаю, ты и так уже все понял. Наушники Meizu Buds не стоят своих денег даже наполовину, и обусловлено это даже не бракованными датчиками автопаузы в моем экземпляре, а в большей степени скуднейшим управлением, средним звучанием и весьма посредственной работой микрофона. В общем, всем тем, что так важно иметь в наушниках, рассчитанных на каждодневное использование. Ну и как ты понимаешь, на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.